Смотри, очень старый монитор, который не стоит ничего, у него есть только VGA-выход, VGA, так привычный нам. Самый обыкновенный ТВ-боксик и самая простая колоночка. Так вот, вы меня очень давно просили, как сделать вот такую вот систему из очень старого, очень дешевого монитора. И в принципе можно взять очень дешевый ТВ-бокс, и, например, для гаража, для кухни, для чего-то еще. Ну нет денег на новый телевизор. Ребят, учимся жить бюджетно. Вот такая вот система. На канале Технозон, как это все правильно построить, и расскажу абсолютно про все нюансы, про которые другие молчат. Так что поехали. Смотрите, не буду долго отвлекаться. Работает это все шикарно. Монитор вот этот вот стоил, ну я не знаю, сколько он стоил. По-моему, за 10 долларов мы его забрали, да? Или за 5 даже, 12, я уже не помню. 12. Да нет, 12 тут и дорого, что-то ты по старому курсу. Смотрите, у нас здесь только VGA выход, VGA, такой привычный нам. Сам по себе монитор мы забрали действительно с распродажи, он нам вообще достался там в нагрузку к чему-то, и для нас он не стоил ничего. Использовать можно практически любой ТВ-бокс, и как это все реализуется? Обыкновенный вот такой вот переходничок HDMI на VGA. Вот так вот. Делается в любой ТВ-бокс. Вы вот эту штуку нашли где-то. Можно даже старые пузатые мониторы использовать. Но теперь я вам расскажу про основные моменты. Для этого подпишитесь на наш канал. Нажмите колокольчик. Ссылки на переходничок, на разные там колоночки. Сейчас объясню. Лежат в описании под видео. Тоже перейдите, посмотрите. Очень дешево все получается. Еще, кстати, там ТВ-боксы, которые можно использовать очень дешево. Смотрите. Сам по себе монитор должен быть обязательно 16:9. То есть он должен как минимум быть не квадратным. Он должен быть прямоугольным, потому что... Это прям обязательно условие. Да, это обязательное условие. Объясню. Дело в том, что ТВ-боксы не умеют поддерживать нестандартное разрешение. В данном случае этот монитор у нас с базовым разрешением 1440 на 900. И когда его подключаешь стандартно, даже через такой переходник, оно абсолютно работать ничего не будет. Для этого ваш ТВ-бокс изначально хотя бы нужно подключить хоть к какому-нибудь телевизору или более-менее современному монитору на Full HD и выставить в настройках, вот идем в настройки экрана, и выставить 720p 60 Гц. Уже плясать от этого. И только потом уже пытаться менять на 1080p, если вы уверены, что ваш монитор именно Full HD. Какой используем переходничок? Переходничок HDMI на VGA. Самый простой, стоит мега дешево. Ну, я его зацепил. Колонки. Для того, чтобы получить звук, бывают старые профмониторы, в которых есть выход 3.5. И можно, ну, само собой, нам понадобится ТВ-бокс с поддержкой 3.5. Здесь есть 3.5, совмещенный с Toslink. В принципе, вы можете взять отсюда и подключить любые колонки, либо на монитор, если там есть 3.5 вход. Я использую вообще вариант крутой. Ну, простые колонки, вы видите какие, да? Самые старые компьютерные колонки, самые старые, они 100% в гараже у кого-то валяются. Либо где-нибудь на любой торговой площадке за пару долларов вы их сможете взять и получить достаточно нормальный звук. Теперь дальше. Я использую вообще хитрый вариант. Через USB у меня постоянно заряжается USB-колоночка маленькая. Ну, так как я использую Xiaomi Mi Box S второй ревизии с достаточно неплохим Bluetooth, то здесь у меня практически нет задержки. Смотрите. То есть я включаю, допустим, свой обзор. Вот, пожалуйста, сделаю громче. И никакой задержки нет. И звук еще и нормальный. Вы, вложив пару баксов, получаете идеальную штуку. Давайте я вам пойду за компьютер и покажу буквально пару кадров, какие переходники я использовал для этого и какие колоночки можно купить, ну, очень дешево, ну, например, на AliExpress. Поэтому вот такие системы рекомендуем. Если вы побогаче, то, конечно, вот за примерно долларов 60-70 можно взять вот такой монитор уже с HDMI на фулке, 24-дюймовый. Здесь даже звук есть, чтобы вы понимали. Видите? Да, вот это надо сделать тише. Здесь даже звук есть, чтобы вы понимали. Да, вот этот мониторчик, это будет круто. Кто сказал, что нельзя получить ультрабюджетную? Давайте посчитаем. Например, можно купить Tanix W2 за 15 долларов. Плюс можно купить вот такой монитор, ну, за 6, за 7 долларов. И колоночку за долларов 5. Да если и вообще, если найти где-то старые компьютеры, вообще бесплатно. И переходничок $2. Все, вы получаете систему для гаража, для кухни.
Да может просто денег нет, у каждого разные ситуации. Давайте не будем, когда у меня там заходишь в чат и там спрашивают, что купить, а там Nvidia Shield за $200, за over 200 и телевизор за 3000. А человек на пенсию живет, последний, скажем так, детородный орган без соли доедает. Давайте уважать тоже, люди бывают разные и у каждого свои потребности, достатки тоже разные. Поэтому вот это вот решение идеально для вот старый монитор плюс вот такая колоночка. Все, перешли, посмотрели на вот это то, что мы вам покажем, то, что мы накупили, и будем делать выводы. Конкретно я использую вот этот вот переходничок, который вы видите сейчас на AliExpress. $1.78. То есть чуть меньше, чем за $2, но есть получше переходник. Он вот такого вот формата, но уже с 3.5 для вывода звука. Объясню. Например, TOX TV-бокс. Может, у кого-то есть TOX лишний, или там он реально любит TOX. Там нет выхода 3.5. А здесь можно с HDMI еще и звук получать. А можно еще и с кабелечком вот таким вот заказать за $1.50. То есть вот эти вот две ссылочки я вам закинул в описании под видео. Насчет того, что какой TV-бокс купить, вот для такого монитора вы можете купить любой, только 2/8 минимум. Ну вот, например, 2/16 за $16 можете купить X96Q. На него есть прошивка Slimbox. На него есть прошивка Slimbox. И мало того, можно купить вот такой вот Tanix W2. На него тоже есть прошивка Slimbox. 2/16 будет достаточно. Вы поставили и смотрите. Насчет цены мониторов, ну, в Украине, допустим, там, где я живу, то мониторы такие можно купить там от 100 гривен до 1000 гривен. И колоночки, допустим, можно купить за 100, за 180 гривен. А вообще, если брать, то брать самые дешевые на Алиэкспрессе, то, пожалуйста, можно там за $3 найти какие-то спикеры, которые будут работать, допустим, на том же 3.5, на тех же 3.5 динамиках. А тут уже там голь на выдумку хитра. Можно выбрать все, что угодно. Но я вот советую вам найти старые компьютерные. Это будет самое-самое простое. Вот за $4 можно найти десктопы вот такие вот. Они тоже будут нормально работать. То есть вот такие вот штуки, ну, конечно же, ссылки вот там вот все в описании под видео внизу накидал. Подписываемся, нажимаем колокольчик еще раз. Вот это я все очень сильно рекомендую, особенно вот эти переходнички, которые позволяют из старых мониторов, да я 100% уверен, у вас такой валяется, которые позволяют из старых на работе. А вообще, знаете, откуда вот у меня мысль такая посетила? На работе дернуть можно старые, списанные, поверьте, полно. Все, ребят, с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.